Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания! Я и думать не думала, и гадать не гадала, что получу наследство в другом мире. Честно говоря, я вообще не думала ни о каком другом мире. Жила себе в столице, работала парикмахером в салоне на центральной улице, ездила в автобусе, пила кофе по утрам. Обычная жизнь обычной женщины. В тот день я возвращалась очень поздно. Красила волосы клиентки до 3 ночи, потом убирала рабочее место, закрывала салон и пошла на остановку. Автобус был пустой. Я села у окна, положила сумку на колени и закрыла глаза. Всего на минуточку. Проснулась от того, что автобус качнуло. Я открыла глаза. За окном не было знакомых улиц, не было бетонных домов, фонарей, рекламных щитов. За окном был лес. Густой, темный, с высокими деревьями, которых я никогда не видела. Стволы в 3 обхвата, кора с серебристым отливом, а между ними стелился мягкий свет, будто луна стояла прямо над дорогой. Я вскочила. А автобус был пуст, водителя не было, дверь открыта. Я вышла на грунтовую дорогу, покрытую травой, а не асфальтом. Воздух пах медом и речной водой. Небо было лиловым, с 2 лунами. 2. Я несколько раз моргнула, 2 луны остались. Дорога повела меня к каменному забору, за которым виднелись крыша. Я пошла, потому что ноги сами несли. Сердце колотилось, но паники не было. Странно, может, шок? Может, я еще сплю? Может, это сон, и я сейчас проснусь в пустом автобусе? Нет, не проснулась. Камень у ворот был старый, поросший мхом. На нем были выбиты слова, которые я как-то смогла прочитать, хотя язык был вроде как и незнакомым. Светловым. Добро пожаловать домой, наследница. За забором стоял особняк, 2-этажный, с башенкой, с покосившимися ставнями и двориком, заросшим травой. Когда-то он был красивым. И сейчас был красивым, если уметь смотреть. Я умела. Я всю жизнь делала красивыми чужие головы, так что я научилась видеть потенциал там, где другие видели хаос. Я толкнула калитку, она скрипнула так, что где-то в саду вспорхнула птица. Прошла по дорожке к двери. Дверь была не заперта. Внутри пахло пылью, старым деревом и чем-то сладковатым, вроде засушенных трав. Прихожая, лестница наверх, комнаты по сторонам. На стене висел портрет женщины. Темные волосы, мои скулы, мой подбородок, даже родинка над губой на том же месте, что и у меня. Она как будто смотрела на меня, и мне показалось, что она даже усмехается. Это была моя бабушка. Бабушка, о которой я знала только, что она умерла, когда моя мама была подростком, и что мама о ней не говорила ни слова. Только фото было в старом альбоме, которое мама спрятала так далеко, что я нашла его уже после ее смерти. Бабушка Зинаида. Здесь, в другом мире, она была ведьмой. Я стояла в прихожей и смотрела на портрет, когда портрет со мной заговорил. То есть не портрет, конечно. Из стены рядом высунулась полупрозрачная женщина в старинном платье с кружевным воротником. Лицо было похоже на бабушкино, но острее, суше. Она сложила руки на груди и оглядела меня с ног до головы. «Ну, наконец-то!» — сказала она. «А я уж думала, помру 2 раз от тоски. Ты опоздала на 3 месяца, девочка. Я тут одна сижу, с пауком болтаю. Ты представляешь, каково это — болтать с пауком?» Я открыла рот, закрыла, снова открыла. «Вы привидение?» — спросила я. «Я Федосея Ивановна», — ответила она с достоинством. «Сестра твоей бабушки. Дух, привязанный к дому. Можно сказать, привидение, если тебе так проще.
А ты, надо понимать, Марина. Зинаида говорила, что придет внучка. Я думала, ты придешь раньше. И думала, ты будешь, побольше. Спасибо, сказала я. Очень обнадеживает. И тут с потолка раздался голос, от которого я вздрогнула. Глубокий, с ленивой интонацией. А вот и наследница. Тощая. Магии на дне чайной ложки. Ну, хоть что-то. Я подняла голову. На потолке сидел паук. Черный, бархатистый, размером с блюдце. 8 глаз смотрели на меня с выражением, которое я бы назвала скептическим, если бы мне сказали, что пауки могут быть скептическими. «Борька», — представила его Феодосия Ивановна. «Фамильяр. Был при Зинаиде. Теперь будет при тебе. Если переживешь первый месяц, конечно». «Паук?» — сказала я. «Паук-фамильяр», — поправил Борька. «Есть разница. Обычный паук не разговаривает, не знает родовых заклинаний и не спасает хозяйку от неприятностей. А я делаю все это. И за что мне, между прочим, никто никогда даже спасибо не сказал». «Я тебе благодарна», — сказала Федосея Ивановна. «Ты дух, твоя благодарность не питает». Я села на лестницу. 2 луны, говорящий паук, привидение, портрет бабушки-ведьмы. Я должна была бы кричать, плакать, звать на помощь, но вместо этого я подумала, ладно, значит так, значит я здесь, и надо как-то устраиваться. «Покажите мне дом», — сказала я. Борька спустился по паутине и уселся мне на плечо. Федосея Ивановна поплыла рядом, и мы пошли осматривать особняк. Дом был большой. Нижний этаж, прихожая, гостиная, кухня, кладовка, кабинет с полками, пустая комната, которая, по словам Федосеи Ивановны, была приемной, где бабушка принимала клиентов. Верхний этаж, 3 спальни, ванная, чердак. И подвал, лаборатория с бутылочками, ступкой, сушеными травами и книгой. Книга была толстая, в кожаной обложке, с серебряной застежкой. «Родовая книга», — сказал Борька. «Заклинание Светловых. Запечатано. Откроется, когда у тебя хватит силы. Сейчас не хватит. У тебя силы столько, что я чихнуть боюсь, как бы ты не лопнула». «Обнадеживает», — повторила я. «А теперь о грустном», — сказала Федосея Ивановна. «О деньгах». Бабушка Зинаида была известной ведьмой в городке Тихореченске, который находился в часе езды по дороге до Восток. Она варила зелья, лечила, консультировала и залезла в долги. Не от бедности, а от того, что вкладывала деньги в какие-то авантюры, покупала редкие ингредиенты, одалживала в долг и не всегда возвращала. Список кредиторов, который Федосея Ивановна продиктовала мне по памяти, был внушительным. Гриша, местный алхимик, требовал 500 золотых за поставки ингредиентов. Гильдия магов требовала взнос за продление лицензии ведьмы, иначе я не имела права практиковать. А кто-то присылал письма. 3 письма за последний месяц, без подписи, с требованием «отдай то, что Зинаида обещала». «А что она обещала?» – спросила я. «Не знаю», – сказала Федосея Ивановна. «Зинаида в последние годы стала скрытной, что-то затевала, что-то связанное с книгой». «С запечатанной книгой, которую я не могу открыть?» – уточнила я. «Именно». «И без денег», – добавила я. «И без денег», – подтвердил Борька. «Но с пауком. Это, между прочим, ценный актив». Я посмотрела на книгу, потом на паука, потом на привидение. «Ничего», — сказала я. А сама подумала, ну почему во всех книгах про попаданок новую хозяйку всегда встречают долги? Наверное, чтобы им не скучно было. Ну что ж, разберемся. На следующее утро я проснулась в бабушкиной кровати. Кровать была жесткая, одеяло колючее, но я спала крепко.
За окном пели птицы, которых я не знала, а Борька спал на потолке, свернувшись в клубок. Я встала, спустилась на кухню. Федосея Ивановна уже плавала у плиты, хотя готовить не могла. Просто плавала и комментировала. В кладовке есть крупа и соль. Масло, кажется, испортилось. Зинаида оставила банки с вареньем, они в погребе. Чай на полке. Но заваривать тебе придется самой. У меня рук нет. Я нашла крупу, соль, немного сушеных яблок, сварила кашу. Поели. Ну, вернее, поела я, а Федосея Ивановна смотрела и вздыхала. После завтрака я взялась за уборку. Пыль была везде. Толстый слой, как второй слой обоев. Я открыла окна, взяла тряпку и начала вытирать. Через 10 минут рука устала, и я в сердцах сказала «Да чтоб тебя!» и чихнула. Воздух в комнате дрогнул, пыль поднялась, завихрилась, и маленькие вихри пронеслись по комнате, собирая пыль в кучки. Вихри были слабые, прошли быстро, но пыли стало заметно меньше. Я стояла с тряпкой и смотрела. «Ну вот», — сказал Борька с потолка, — «стихийная бытовая магия. У Зинаиды также начиналось. Потом она торнадо в саду устраивала, яблоки собирать. Очень эффектно. Ну, правда, соседская корова улетела на крышу один раз». «Это нормально?» — спросила я. «Вот так? Без заклинаний, без слов?» «Ты Светлова. Родовая магия у вас через эмоции выходит. Злишься, чихаешь, удивляешься, бормочешь, а потом научишься контролировать. Ну, если проживешь достаточно долго». «Ты все время говоришь про «если проживешь». Реалистичная оценка ситуации. Я попробовала снова. Сосредоточилась, представила, как пыль собирается. Ничего. А потом разозлилась на паутину в углу, и паутина сползла сама, свернулась в шарик и укатилась под диван. «Ага», — сказала я, — «злость работает». «Злость всегда работает», — заметил Борька. «Вопрос в том, что ты будешь делать, когда злость закончится». Я решила пока не думать о грустном и продолжила убирать. Через 2 дня я решила, что мне нужно идти в город. Продукты, информация, понять, где я и как тут все устроено. Дорога была грунтовая, но утоптанная. Шла я час, как и обещала Федосея Ивановна. Тихореченск оказался небольшим городком. 2 главные улицы, площадь с фонтаном, рынок, несколько лавок, трактир под названием «Серебряный котел», здание с вывеской «Гильдия магов» и другое поменьше с вывеской «Магический сыск». Люди выглядели как люди. Одежда, правда, другая, попроще, с застежками, которые я не сразу поняла. Но лица были обычные, никакой зеленой кожи, просто люди. «Слава богу», — подумала я, и зашла на рынок. Купила хлеб, сыр, сушеное мясо, мешочек муки. Расплачивалась монетами, которые нашла в бабушкином кабинете. Торговка смотрела на меня внимательно. «Ты Светлова?» — спросила она. «Да». «Зинаиды внучка?» «Да». Торговка кивнула. «Говорят, ты в особняке поселилась. Салон хочешь открыть?» Я еще никому не говорила про салон. Оглядевшись, я поняла, что Борька, который сидел у меня под воротником, мог быть источником. Я пихнула его. «Я не болтлив», — пробурчал он. «Я информирован. К тому же на рынке пахнет рыбой, и я хотел посмотреть». Я вздохнула. В трактире «Серебряный котел» я выпила чаю и послушала разговоры. Говорили в основном обо мне. Говорили разное. «Внучка Зинаиды, говорят, издалека приехала». «Говорят, магии в ней мало». «Говорят, салон красоты открывает». «Что такое салон красоты?» «Не знаю. Что-то, говорят, с волосами делать будет». Были и другие разговоры. О бабушке, о том, что в последние годы она стала нелюдимой, о том, что связалась с кем-то, с кем не надо, о том, что умерла странно. Нашли ее в лаборатории, без признаков насилия,
Но магия была выкачана до дна. Я слушала и запоминала. У меня была привычка. Когда плохо — работай. Когда непонятно — собирай информацию. Когда страшно — делай вид, что не страшно. Пока все работало. Вернувшись домой, я обошла особняк еще раз. Прихожая, гостиная, кухня, кабинет, приемная. Эта комната была светлой, с большим окном, с медным зеркалом на стене и старым креслом в углу. «Зинаида здесь принимала», — сказала Феодосия Ивановна. «Женщины приходили за зельями, за советами, за мазями. Она варила кремы от морщин, тоники для волос. Мыло с травами была, между прочим, востребована». «Кремы от морщин», — повторила я. «И тоники для волос, и лаки для ногтей, которые не облизали месяц, и краску для волос, которая не вызывала сыпь. Зинаида была, как бы это сказать, ведьмой красоты». Я посмотрела на медное зеркало, на свои руки, руки парикмахера, привычные к ножницам, к краске, к фольге. Много лет я делала людей красивыми. Стригла, красила, укладывала, делала маникюр, макияж, училась, практиковалась, работала. Это было мое. «Салон красоты», — сказала я вслух. «Магический салон красоты». Борька зашевелился на моем плече. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Здесь женщины тоже хотят быть красивыми. У бабушки были кремы и тоники, у меня есть руки и опыт. Вместе все получится». «А магия?» — спросил Борька. «У тебя магии на дне чайной ложки, я тебе говорил». «А вот это мы будем тренировать маленькими шагами. Ты говорил, бытовая магия выходит через эмоции. Я эмоциональная. Значит, и магия будет». Феодосия Ивановна всплеснула призрачными руками. «Зинаида бы обрадовалась. Она всегда хотела, чтобы дело продолжилось. Она ж даже название придумала. Магический салон красоты Зинаиды Светловой». «Идеальное название», — сказала я. «Репутация бабушки будет работать на нас». «Или против», — заметил Борька. «У Зинаиды были не только довольные клиенты, были и недовольные и враги, и долги, и тайны». «Долги я отдам. Тайны узнаю, а с недовольными разберемся». «Как?» «Стрижкой и маникюром. А что я еще умею?» Борька цокнул. Все 8 глаз моргнули. «Безумная! Абсолютно безумная! Зинаида была такая же. Ладно, я с тобой. Ну, не то чтобы у меня был выбор, но все же». Следующие 2 недели были заняты до отказа. Я убирала дом. Магия помогала, если я злилась достаточно. К концу первой недели я научилась вызывать маленькие вихри по желанию. Не с первого раза, не всегда, но получалось. Пыль собиралась, мусор укатывался, окна промывались, если я очень-очень раздражалась. А Борька плел паутину. Оказалось, паутина фамильяра — это не просто нити. Это тонкая работа, почти кружево. Он украшал окна, делал занавески из серебристых нитей, которые переливались на свету. Выглядело изящно и странно. Гости, если будут, оценят. Ну, или убегут. Феодосия Ивановна учила меня бабушкиным рецептам. Не магическим, а практическим. Травяные отвары, кремы на основе пчелиного воска, настойки для волос. Без магии, на одних травах. Результат был хороший, но не чудо. Чудо требовало магии. Магия у меня была, маленькая, но росла. Каждый вечер я тренировалась. Зажечь свечу силой мысли не получилось. Сдвинуть чашку. Чашка дрогнула, но не сдвинулась. Собрать воду в шарик. Вода собралась в шарик размером с грецкий орех и тут же расплескалась. Я была не ведьма. Я была начинающая ведьма. Разница огромная. «Не торопись», — говорил Борька. «Зинаида 20 лет набирала силу, а у тебя месяц». «У меня нет 20 лет. У меня долги». «Долги — это хорошо. Долги мотивируют».
Я обустроила приемную. Повесила зеркало побольше, поставила кресло поудобнее, нашла в кладовке старые ножницы, которые все еще были острыми, приготовила миски для составов, полотенца, гребни. Получилось похоже на салон. Маленький, скромный, но салон. И тут случилась первая беда. В дверь постучали, я открыла. На пороге стояла женщина лет 30 с испуганными глазами и волосами, которые были зеленого цвета. Не модного зеленого, а болотного, неровного, с пятнами. «Вы Светлова?» — спросила она. «Да». «Мне сказали, вы можете помочь. У меня...» Она показала на волосы и всхлипнула. «Я хотела закрасить седину, купила краску на рынке и вот...» «Как вас зовут?» «Лиана. Лиана Травкина. Я травница, собираю травы на продажу». «Проходите, Лиана». Я усадила ее в кресло, осмотрела волосы. Зеленый цвет был от медной окиси в краске. Дешевая краска, неправильная основа. Я знала, как это исправить. В моем мире мы делали смывку, а здесь нужны были травы. Феодосия Ивановна подсказывала из-за угла. «Кора белого дерева, отвар теплый. Зинаида так делала. Кора снимает медный налет». Я нашла кору в бабушкиных запасах, сварила отвар, нанесла. Лина сидела с полотенцем на голове и рассказывала про свою жизнь. Муж ушел, дети в школе, деньги нужны. Я слушала, как слушала клиенток всю свою жизнь. Люди рассказывают парикмахеру все. Это закон. Через полчаса я смыла отвар. Зеленый цвет ушел. Волосы были теплого каштанового оттенка. Не идеального, но нормального. Лиана посмотрела в зеркало и не поверила. «Сколько?» — спросила она. Я назвала цену, она расплатилась, обняла меня и ушла сияющая. К вечеру пришли еще 3 женщины. Одна с проблемной кожей, вторая с ломкими ногтями, третья просто подстричься. Я стригла, советовала, мазала кремами, магию почти не использовала, только один раз, когда клиентка сказала, что у нее болит голова. И я машинально приложила ладонь к ее лбу, и боль ушла. Маленькая магия, но клиентка была в восторге. Борька сидел на потолке и молчал. Это был его способ выразить одобрение. Через месяц магический салон красоты Зинаиды Светловой работал на полную. Я принимала клиенток каждый день, кроме выходных. Стригла, красила травяными составами, делала маникюр с маслами, накладывала маски. Магия вмешивалась понемногу. Когда я злилась на непослушные волосы, они становились послушнее. Когда жалела клиентку с больной спиной и прикладывала руку, боль утихала. Когда я хотела, чтобы крем впитался быстрее, он впитывался. Маленькая магия, бытовая, не эпическая, но достаточная, чтобы слухи расходились. Клиентки шли. Домохозяйки, жены торговцев, дочки ремесленников приходили за стрижкой, оставались на массаж. Приходили за кремом, уходили с маникюром. Я работала с утра до вечера. Падала в кровать без сил и была счастлива. Деньги пошли. Небольшие, но стабильные. Я начала отдавать долги. Грише, алхимику, я заплатила первую часть. Он был мужик бородатый, с цепким взглядом, торговал ингредиентами в лавке на рынке. Взял деньги, кивнул, сказал: «Бабка была должница знатная. Ты, смотрю, не в нее, держишь слово». «Стараюсь», — ответила я. Гильдии магов я заплатила взнос. Лицензию ведьмы продлили временно. С условием через 3 месяца проверка. Если магия недостаточная, лицензию отберут. «Недостаточная», — повторил Борька. «У них есть критерии. Ты должна продемонстрировать 3 заклинания уровня гильдии. А ты сейчас едва свечу зажигаешь». «Я даже не зажигаю. Я заставляю дрогнуть фитиль». «Вот именно». «Будем тренироваться». «Ты безумная», — повторял Борька, но сказал это мягче, чем в первый раз. Слух о салоне дошел до салона изысканной магии, который находился на центральной площади. Владелица Клариса Морган была из старинной семьи. Я ее еще не видела, но слышала о ней. Богатая, влиятельная,
надменная. Ее салон обслуживал богатых торговцев и чиновников. Цены высокие, магия настоящая. Мастера с лицензиями. Через неделю после того, как мой салон стал известен, Клариса прислала письмо. Вежливая, холодная. Уважаемая Марина Светлова, рада приветствовать вас в профессии. Однако хочу обратить ваше внимание, что использование родовой магии без аттестации гильдии может повлечь за собой санкции. Рекомендую проконсультироваться. С уважением, Клариса Морган. «Угрожает», — сказала я. «Напоминает», — поправил Борька. «Тонко. Дама умеет». Я ответила вежливо. «Благодарю за заботу, аттестация в процессе. С уважением, Марина Светлова». А через день в гильдию поступила жалоба. Салон Светлова использует нелицензированную родовую магию. Просим проверку. Проверку перенесли с 3 месяцев на 2 недели. «Вот тебе и напоминает», — сказал Борька. «Время ускорилось», — сказала Федосея Ивановна. «Значит, нужно ускориться и нам». В тот день, когда я готовилась к проверке, в городке нашли убитую женщину. На тропинке у реки рано утром. Травница, Лиана Травкина, моя первая клиентка. Я узнала об этом от торговки на рынке. Она говорила шепотом, но вокруг стояла такая тишина, что все слушали. «Убита ядом редким. Говорят, слезы забвения. Такой яд только у алхимиков бывает». Я стояла с хлебом в руках и не могла пошевелиться. Лиана с зелеными волосами, которые я исправила. С рассказом про мужа, который ушел. И с улыбкой, когда она увидела себя в зеркало. «Слезы забвения», — сказал Борька у меня под воротником. «Это алхимический яд. Делается из ингредиентов, которые можно купить на рынке. У Зинаиды был рецепт в книге». «В запечатанной книге?» «Да». «А кто-то знал, что у бабушки был этот рецепт?» Кто-то знал достаточно. Я вернулась домой. Феодосия Ивановна молчала, глядя в стенку. Потом тихо сказала: Лиана была хорошая. Она приносила Зинаиде травы. Зинаида ее ценила. «Зачем убивать травницу?» — спросила я. Может, она что-то знала, а может, что-то видела. Я не спала всю ночь. Не от страха, а от злости. Кто-то убил мою клиентку, мою знакомую, человека, которому я помогла. Я крутила в голове мысли и не могла остановиться. Потом я услышала стук в дверь, открыла. На пороге стоял мужчина, высокий, темные волосы, серые глаза, лицо серьезное, как у человека, который никогда не смеется. На нем была форменная куртка с символом магического сыска. Марина Светлова? Да. Артем Волков, следователь магического сыска. Мне нужно поговорить с вами. Я провела его в приемную. Усадила в кресло, он не сел. Стоял и смотрел на меня. «Вы знали Лиану Травкину?» — спросил он. «Да, она была моей клиенткой, приходила пару недель назад. Я исправляла ей волосы, испорченные краской». «Что еще вы о ней знаете?» «Что муж ушел, дети в школе, она травница, больше ничего. Она была клиенткой, не подругой». «Вы покупаете ингредиенты на рынке?» «Да, травы, масла, основы для кремов у разных торговцев». «У Григория Алхимова?» «У Гриши? Да, я ему должна была, заплатила часть». «Григорий Алхимов поставлял ингредиенты для вашей бабушки?» «Да, и для меня». «Ваша бабушка имела рецепт яда слезы забвения?» Я замолчала. Борька на потолке замер. «У бабушки была родовая книга. Она запечатана, я не могу ее открыть». «Но вы знаете, что рецепт там есть?» Мне сказал фамильяр. Артем посмотрел на потолок,
Борька помахал ему лапкой. Фамильяр. Значит, у вас есть доступ к информации о содержании книги, даже если книга запечатана. Фамильяр был при бабушке. Он знает, что было, но он не показывал мне рецепты. Он говорит, что у меня не хватает силы. Артем кивнул, достал блокнот и записал. Вы понимаете, что вас могут подозревать? Бабушка имела рецепт яда, внучка, которая покупает ингредиенты, и жертва, которая была вашей клиенткой. Понимаю. Что вы делали вчера вечером? Была дома. Тренировалась зажигать свечу силой мысли. Ну, ничего не получилось. Феодосия Ивановна может подтвердить. Феодосия Ивановна? Привидение. Бабушкина сестра. Она живет в этом доме. Артем не моргнул. Привидения не дают показаний в суде, сказал он. Вам нужен свидетель из плоти и крови. Тогда у меня нет свидетеля. Он кивнул, сложил блокнот, оглядел комнату, задержал взгляд на зеркале, на кресле, на бутылочках с составами. «Салон красоты», — сказал он. «Необычно». «Спасибо». «Это не комплимент, это наблюдение». Он ушел. Я села в кресле и посидела так долго. Борька спустился и уселся мне на колено. «Он тебе понравился», — сказал он. «Нет». «Врешь. У тебя пульс на шее подпрыгнул. Когда он наклонился, я чувствую». «Ты паук. Ты чувствуешь вибрации паутины, а не мой пульс». «Паутина повсюду, девочка. В том числе в этом доме. Я чувствую все». Я не ответила, потому что он был прав. После ухода следователя я не могла сидеть. Ходила по дому, раздраженная, и магия реагировала. Посуда дрожала, занавески шевелились, свечи моргали. «Хватит», — сказал Борька, — «ты весь дом разнесешь. Сядь и подумай». Я села, подумала. «Бабушка умерла от того, что магию выкачали», — сказала я. «Лиану убили ядом, рецепт которого был у бабушки. Письма требуют то, что Зинаида обещала. Что-то тут одно и то же везде». «Одно и то же», — согласилась Феодосия Ивановна. «Зинаида что-то знала или что-то имела. За это ее и убили. И за это убивают других». «Что она имела?» Феодосия Ивановна помолчала, потом сказала. «Эликсир». «Какой эликсир?» Зинаида называла его эликсир истинной красоты, запретный. Я не знаю всех деталей. Знаю, что он делает человека невероятно красивым. Но какой ценой? Он лишает магии. А для ведьмы это катастрофа. А для обычного человека, особенно богатого и влиятельного, это мечта. Он стоит дорого. Очень дорого. Бабушка его варила? Нет. Она только разработала рецепт, записала в книгу и запечатала. Говорила, что эликсир слишком опасен, что его нельзя продавать. Что за ним придут люди, которым нельзя давать такую силу. И за ним пришли. И за ним пришли. И убили бабушку. И убили бабушку. Я посмотрела на Борьку. Ты знал? Знал. Зинаида мне доверяла. Она сказала, если что-то случится, дождись наследницу. Передай ей дом, книгу и предупреждение. Какое предупреждение? Не открывай книгу, пока не будешь готова. Не вари эликсир, пока не поймешь, кому продаешь. И не доверяй никому, кто говорит о красоте с блеском в глазах. В ту ночь я решила открыть книгу. Серебряная застежка не поддавалась. Я нажимала, тянула, дергала. Борька сказал: «Родовая кровь и истинная цель». Я уколола палец иглой, капнула кровь на обложку. Книга дрогнула. «Истинная цель», — повторил Борька. «Скажи, зачем ты хочешь открыть?» Я хотела сказать, чтобы узнать рецепт эликсира и продать, но это было не совсем правдой. Я хотела узнать правду. Почему бабушка умерла, кто ее убил и кто убивает людей сейчас? И я хочу узнать, что бабушка скрывала,
сказала я. И книга открылась. Страницы были плотные, исписанные аккуратным почерком. Зелья, заклинания, рецепты, заметки. Я листала, и Борька подглядывал с моего плеча. А Феодосия Ивановна плавала рядом. Я нашла. Эликсир истинной красоты. Рецепт. Ингредиенты. Слезы водяницы, лунный камень, цветок ведьминого круга, пепел фамильного огня. И еще один компонент, который был вычеркнут. Чернила были соскоблены, и на полях рукой бабушки было написано: «Слишком опасно». Но без этого компонента эликсир не работает. Я уничтожила следы. «Она убрала главный ингредиент», — сказал Борька, «чтобы никто не мог сварить». «Но кто-то пытается», — сказала я. «И кто-то убивает, чтобы найти его». «Кто-то ищет ингредиенты», — сказала Феодосия Ивановна. «Лиана собирала травы. Может, она собирала что-то для эликсира? Может, ее попросили, а потом убрали, как свидетеля». Я листала дальше. Заклинания уровня гильдии, которые мне нужны для проверки, 3 заклинания. Светлый зал, чистое тело, звонкая нить. Первое расширяло пространство иллюзией, второе очищало кожу до глубоких слоев, третье укрепляло волосы от корней до кончиков. Все 3 были связаны с красотой. Все 3 требовали концентрации и резерва. Резерв у меня был маленький, но заклинания были не боевыми, а созидательными. Созидательные, как я поняла, давались мне легче. «Будем учить», — сказала я. «До проверки 2 недели». «Ты безумная», — сказала Борька в 3-й раз. Но уже без раздражения, а с чем-то похожим на уважение. А через неделю убили Гришу. Я узнала это утром от той же торговки на рынке. Гришу нашли в его лавке за прилавком. Тот же яд, слезы забвения. Лавка была разгромлена. Банки, склянки, травы, все разбросано. Кто-то что-то искал. Я стояла на рынке и чувствовала, как все внутри сжимается. Гриша. Бородатый, цепкий, с манерой говорить коротко и точно. Он взял у меня деньги в счет долга и сказал: «Держи слово». Я держала. Теперь он был мертв. Артем Волков пришел ко мне в тот же день. На этот раз сел в кресло. И я заметила, что он очень устал. Под глазами тени, плечи напряжены. «Григорий Алхимов», — сказал он, — «ваш кредитор». «Был. Он мертв». «Вы знаете, что у него что-то искали?» «Догадываюсь. Кто-то ищет ингредиенты для эликсира. Убил Лиану, потому что она собирала травы. Потом убил Гришу, потому что он продавал ингредиенты. Он ищет рецепт». Артем посмотрел на меня внимательно. «Вы много знаете». «Я много думаю. Это бесплатно». «Вы подозреваемая, Марина. Обе жертвы связаны с вами. У вас есть мотив. Вы наследница Зинаиды. У вас есть книга. Вы могли искать ингредиенты». «Могла, но не искала». Я открывала книгу, чтобы узнать правду, а не чтобы варить яд. «И как мне это проверить?» «Понятия не имею. Но если бы я хотела сварить эликсир, зачем бы мне открывать салон? Я бы тихо собрала ингредиенты и продала. А я работаю с утра до вечера, отдаю долги и пытаюсь выжить». Артем помолчал, потом сказал: «У вас есть враги?» «Конкурентка, Клариса Морган, она подала жалобу в гильдию, хочет закрыть мой салон». «Клариса Морган не убивает людей ядом. Она убивает жалобами». Разные методы, одинаковый результат. Он почти улыбнулся, потом снова стал серьезным. «Я бы советовал вам уехать из города. Вам грозит опасность». «Никуда я не поеду. Это мой дом, мой салон, мои долги, мои проблемы. Нет». Он встал, у двери остановился. «Вы упрямая». «Салон красоты не открывается без упрямства». Он ушел, а Борька сказал с потолка: «Он вернется». «Я знаю». «И ты рада». «Борька, помолчи, пожалуйста». Я села и стала составлять список.
Федосея Ивановна плавала над моим плечом, Борька сидел на столе. Так, первое, подозреваемые. Клариса Морган, конкурентка, богатая, влиятельная, хочет закрыть мой салон. Но убийства ей невыгодны. Скандал отпугивает клиентов. Хотя ее семья Морганы были связаны с бабушкой. И Феодосия Ивановна вспомнила. Зинаида когда-то отказала Кларисе в чем-то. Давно. Клариса затаила обиду. Второе. Неизвестный заказчик эликсира. Кто-то, кто знал о рецепте. Кто-то богатый, кто мог заплатить. Кто-то, кому нужна красота, больше магии. Аристократ? Чиновник? Третье. Кто-то из гильдии. У гильдии магов свои тайны. Возможно, они знали о бабушкином эликсире и хотели его получить или уничтожить. Четвертое. Автор писем. Те 3 анонимных письма с требованием «отдай то, что Зинаида обещала». Кто-то, кто знал, что бабушка что-то обещала. Кто-то, кто ждал. «Письма», — сказала я, — «а где они?» «В кабинете», — ответила Феодосия Ивановна. «Зинаида спрятала в ящике стола». Я нашла письма 3. Одинаковый почерк, жесткий, уверенный. «Отдай то, что Зинаида обещала, время вышло». Без подписи, без печати. Бумага дорогая, плотная, с водяным знаком. «Водяной знак», — сказал Борька. «Посмотри на свет». Я поднесла к окну. Водяной знак был гербом. Щит с 2 звездами и мечом. Я не знала, чей он. «Морганы», — сказала Феодосия Ивановна. «Это их герб». Я думала о Морганах весь день. Клариса была Морган, но письма писал кто-то другой. Кто-то, кто писал на гербовой бумаге. Мужчина? Брат? Вечером постучали, я открыла. Артем. Без формы, в простой рубашке. Выглядел еще более уставшим. «Я неофициально», — сказал он. «Можно?» «Заходите». Я заварила чай, мы сидели в приемной, и он рассказывал. Дело было сложное. 2 жертвы, 1 яд, мало улик. След магии на месте убийства Лианы был слабый, но Артем его видел. У него был дар видения магических следов. Он видел, как кто-то подошел к Лиане, прикоснулся, и она упала. След вел к реке и терялся. «У убийцы есть магия», — сказал Артем. «Слабая, но есть. Он не ведьма, скорее самоучка. Или аристократ с родовым даром». «Аристократ», — повторила я. «Почему вы так сказали?» «Письма. Бабушке приходили письма с гербом Морганов». Артем замер. Я показала ему письма. Он держал их аккуратно, разглядывал водяной знак. «Морганы», — сказал он. «Старая семья. Клариса и ее брат Эдвард. Эдвард живет в столице, но бывает здесь». «Что вы знаете об Эдварде?» «Мало. Аристократ, не маг, но интересуется алхимией, покупает редкие ингредиенты. Был в городе месяц назад. И 2 недели назад». «Когда убили Лиану?» Артем посмотрел на меня, и в его глазах было что-то новое. Не подозрение, не профессиональный интерес, что-то другое. «Вы должны быть осторожны», — сказал он. «Если убийца ищет рецепт, вы следующая на пути. У вас книга». «Книга запечатана, и только я могу ее открыть». «И вы уже открыли?» «Да». «И вы знаете рецепт?» «Знаю. Но в рецепте не хватает главного ингредиента. Бабушка его удалила. Без него эликсир не работает». «Значит, убийца будет искать и этот компонент тоже. И вас». Мы помолчали. Чай остывал, Борька спал на потолке, но я знала, что он все равно слушает. Феодосия Ивановна стояла в углу и не дышала. Ну, потому что не дышала никогда. «Артем», — сказала я, — «я не убивала ни Лиану, ни Гришу. Я хочу найти убийцу. Помогите мне. Не как следователь, а как человек». Он долго молчал, потом сказал: «Я не могу не быть следователем, но я могу быть и человеком». Он ушел поздно. У двери обернулся.
Марина, если что-то случится, пошлите фамильяра, я приду. Спасибо. Когда дверь закрылась, Борька сказал. Ты покраснела. В доме жарко. В доме холодно, ты в шаль закуталась. Борька, молчу, молчу. Через 2 дня была проверка в гильдии. Я лихорадочно готовилась. Учила 3 заклинания. Светлый зал получался лучше всего, потому что я злилась на тесноту комнаты, и магия расширяла пространство сама. Чистое тело давалось труднее, требовало нежности, а я была злая и напуганная. Звонкая нить была по-среднему. Ну, как получалось, так получалось. 3 дня до проверки я не выходила из дома. Борька тренировал меня как тренер боксера. Снова, сильнее, концентрируйся. Нет, ты отвлеклась, давай заново. Я устала. Отдохнешь, когда умрешь. Снова давай. Феодосия Ивановна приносила, точнее подсказывала, где найти еду и отвары для восстановления сил. Я спала по 4 часа, ела на ходу и колдовала. В день проверки пришли 2 из гильдии. Седой маг с цепким взглядом и молодая женщина с блокнотом. Они осмотрели салон, проверили лицензию, задали вопросы. «Покажите заклинание «Светлый зал», — сказал седой маг. Я сосредоточилась, представила, что комната больше. Чуть разозлилась на то, что она маленькая, и магия пошла. Стены раздвинулись, вернее, так показалось. Иллюзия расширила пространство. Комната стала выглядеть вдвое больше. «Хорошо», — сказал маг. «Теперь чистое тело». Я взяла яблоко с тарелки, приложила ладонь, представила, как кожа очищается, как грязь уходит. Магия была слабой, но яблочная кожица заблестела, как отполированная. «Допустимо», — сказал маг. «Теперь звонкая нить». Я взяла прядь волос со своей головы, сосредоточилась. Волосы были мне знакомы, я работала с волосами каждый день. Магия пошла легче. Прядь разгладилась, заблестела, стала гуще. Маг кивнул, женщина записала. «Временная лицензия подтверждена», — сказал он. «Следующая проверка через 6 месяцев. Рекомендую нарастить резерв. У вас есть потенциал, но мало силы». «Я стараюсь», — сказала я. Они ушли, я села на пол и засмеялась. Борька спустился и уселся рядом. «Прошла», — сказала я. «Прошла», — подтвердил он. «Теперь не умри от руки убийцы. Было бы обидно». Я решила, если кто-то ищет эликсир, я соберу ингредиенты первой. Не для того, чтобы варить, а для приманки. Рецепт требовал слезы водяницы, лунный камень, цветок ведьминого круга и пепел фамильного огня. Слезы водяницы я достала через торговку на рынке, которая, оказывается, торговала не только хлебом, но и редкостями из-под полы. Я заплатила из салонных денег, торговка не спрашивала, зачем мне этот компонент. Лунный камень был дороже, я нашла его у старого ювелира на окраине, который не задавал вопросов, но смотрел с подозрением. Заплатила все, что было. Цветок ведьминого круга рос на поляне в лесу, в часе ходьбы от дома. Феодосия Ивановна показала мне место. Я пошла ночью, когда цветок распускался. Борька сидел на плече и ворчал. «Ночью в лес за цветком! Ты безумная!» Цветок был серебристый, с тонкими лепестками и пах, как будто луной. Я сорвала его осторожно, оставив корень. Борька подсказал. «Корень не трогай. Зинаида всегда оставляла. Говорила, иначе поляна умрет». Пепел фамильного огня был последним. В особняке был старый камин, который не топили годами. Феодосия Ивановна сказала. «В подвале в углу есть старый горшок с пеплом. Зинаида собирала пепел от родового огня каждый год. Это последний». Я нашла горшок. Пепел был серый, мелкий, теплый на ощупь, будто огонь погас недавно, хотя прошло больше года. 4 компонента из 5. Без 5-го эликсир не работал, но кто-то об этом не знал. Или знал
но надеялся найти. Я разложила ингредиенты на столе в лаборатории. Борька смотрел. «Приманка», — сказала я. «Опасная приманка», — сказал он. «Если убийца придет за ними, тебе придется с ним справляться. А ты даже свечу зажечь не можешь». «Я могу кое-что другое». «Что?» «Я могу злиться. А когда я злюсь, магия работает». «Ты собираешься победить убийцу яростью?» «Я собираюсь победить убийцу хитростью. А ярость будет запасным вариантом». Борька помолчал, потом сказал: «Зинаида бы одобрила». Поползли слухи. Я сама их запустила через торговку на рынке, которая болтала со всеми. Светлова собирает ингредиенты для эликсира. Того самого запретного. Слух разошелся за 2 дня. Я ждала. На 3-ю ночь я услышала шаги в саду. Борька зашевелился на потолке. «Кто-то у забора. Один. Магия слабая, но есть». Я погасила свечу, тихонько спустилась вниз. Борька плел паутину у двери, натягивая нити между стенами. Феодосия Ивановна плавала в темноте, невидимая. Скрипнула дверь, кто-то вошел. Человек в плаще с капюшоном. Огляделся, пошел к лаборатории. Споткнулся о паутинную нить. Борька дернул за нее, и сеть спустилась сверху, как тюль. Человек запутался, рванулся, но нити были крепкие. Я вышла. Он увидел меня и замер. В руке блеснул нож. «Отдай ингредиенты», — сказал он. Голос мужской, хриплый. «Не отдам», — сказала я. Он рванулся, порвал нити и бросился ко мне. Я отшатнулась, ударилась о стену и разозлилась. Магия вспыхнула, воздух вокруг него стал тяжелым, густым, как вода. Он замедлился, будто двигался во сне. Нож выпал. Он вырвался. Магия была слабой, держалась недолго. Он побежал к двери, и я не догнала, и он скрылся в темноте. Но кое-что я увидела. На рукаве плаща, когда он рванулся, блеснул герб. Щит с 2 звездами и мечом. Морганы. И кое-что я услышала. Он пробормотал на ходу. Эдвард будет недоволен. Эдвард. Брат Клариссы. Аристократ из столицы. Я стояла в темноте, и сердце колотилось. Борька спустился мне на плечо. Федосея Ивановна выплыла из стены, бледная от волнения. Ну, если привидения могут бледнеть. «Эдвард Морган», — сказала я. «Эдвард Морган», — повторил Борька. Я пошла к Артему. Пешком через темный город, в ночное окно сыскного управления. Артем открыл дверь, увидел меня, и его лицо изменилось. Не страх, не удивление, облегчение. Быстро, как вспышка, и тут же спрятанное. «Что случилось?» Я рассказала. Он слушал меня молча, и мышцы на его челюсти ходили. «Эдвард Морган», — сказал он, когда я закончила. «Я проверю. Будьте осторожны. Не оставайтесь одна». «Я не одна. У меня паук и привидение». Он посмотрел на меня, и в серых глазах было что-то, отчего мне стало теплее, чем должно быть от слов следователя. «Я серьезно, Марина». «Я тоже серьезно. У меня есть план». «Какой?» «Распустить слух, что я закончу эликсир через 3 дня, что буду готовить его в салоне ночью и подождать». «Это ловушка». «Да». «Вы хотите, чтобы он пришел?» «Хочу». «А если он придет не один?» «Тогда мне понадобится следователь, который умеет быть и человеком». Он молчал, потом сказал: «Я буду рядом». 3 дня я готовилась. Борька плел паутину по всему салону. Нити были тонкие, почти невидимые, но крепкие, как веревки. Он натягивал их у окон, у дверей, между мебелью. Получался лабиринт, в котором я ориентировалась,
потому что Борька показал, а чужой обязательно запутался бы. Феодосия Ивановна готовила спектакль. Она могла, если напрягалась, делать некоторые вещи. Летать, стучать и греметь. Полтергейст на службе правосудия. «Я давно не практиковалась», — говорила она, «но навык, как и магия, не забывается». А я тренировала магию. Ни свечки, ни чашки, щит. В книге было заклинание. Светлова стена. Защитная. Простое, но оно требовало силы. Я не была сильной, но я была злая. А злость, как я уже поняла, была моим топливом. Я злилась на Эдварда Моргана, который убил мою клиентку. Злилась на убийцу Гриши, который лишил меня поставщика. И, что важнее, человека, который мне начал нравиться. Злилась на то, что кто-то убил мою бабушку, которую я не знала, но чьи волосы, скулы и родинку над губой я носила каждый день. Злилась на себя, что не могла зажечь свечу. Злилась на мир, который засунул меня сюда без инструкций. Злости было много, магии было мало. Но я надеялась, что хватит. На третью ночь я зажгла свечи в салоне, поставила на стол ингредиенты, открыла книгу на странице эликсира, села в кресло и стала ждать. Борька был на потолке, неподвижный, как камень. Феодосия Ивановна растворилась в стенах. Артем был за углом с двумя сыщиками. Я его не видела, но знала, что он там. Час, два, тишина. Свечи мигали, тени шевелились. Я почти задремала, когда услышала щелчок замка. Дверь открылась. Человек в плаще, тот же, что в прошлый раз. За ним второй. Оба в плащах, оба с гербами Морганов. «Одна?» — спросил первый. «Одна», — ответил второй. Они вошли. Первый шагнул к столу и протянул руку к ингредиентам. И тут же наступил на нить. Борька дернул. Сеть опустилась. Первый запутался, рванулся, но нити держали. Второй прыгнул к двери, и Феодосия Ивановна вышла из стены. Воздух стал холодным, стулья задвигались, банки зазвенели. Второй замер от ужаса. Я встала. Магия кипела внутри. Злость, страх, решимость. Я подняла руку. Светлова стена. Воздух передо мной стал плотным, прозрачным, как стекло. Слабым, дрожащим, но реальным. Первый порвал нить и выхватил нож и бросился ко мне. Стена дрогнула, но выдержала. Он ударил снова, стена треснула. И я почувствовала, как магия уходит, как воздух из шарика. И тут открылась дверь. Артем с двумя сыщиками. Быстро, тихо и точно. Первый бросил нож, когда увидел их, второй упал на колени. «Эдвард Морган», — сказал Артем, снимая капюшон с первого. «Вы арестованы за убийство Лианы Травкиной, Григория Алхимова и покушение на Марину Светлову». Эдвард Морган смотрел на меня. Красивое лицо, холодные глаза, а в них злость и страх, и что-то похожее на отчаяние. «Вы не знаете, что вы делаете», — сказал он. «Эликсир был для короля. Король заплатил бы за него целое состояние. Зинаида обещала, а потом отказалась. Я просто...» «Вы убили троих», — сказал Артем, — «а теперь заткнитесь». Эдварда увели. Я стояла, и руки тряслись, и магия была пуста, как пустая чашка. Артем подошел, взял мои руки, обнял меня. «Вы в порядке?» «Нет». «Я тоже». Мы стояли так, и Борька молчал, и Феодосия Ивановна молчала, только свечи мигали, и за окном светили две луны. На следующий день Артем рассказал мне все. Эдвард Морган, аристократ, младший брат Кларисы, не имел магии, но имел амбиции. Он узнал об эликсире от кого-то, возможно, от знакомого в гильдии, пришел к бабушке с предложением сварить эликсир, продать королю и разделить деньги. Бабушка отказалась.
Эликсир – запретный компонент, уничтожен, она не будет его варить. Эдуард не поверил. Думал, она скрывает. Пришел снова с угрозами. Бабушка выгнала его. Тогда Эдвард решил действовать сам. Он искал ингредиенты, следил за теми, кто мог помочь. Нашел Лиану, которая собирала травы, заказал цветок ведьминого круга. Лиана не знала для чего. Когда поняла, испугалась. А Эдвард убрал ее. Гриша продавал ингредиенты. Эдвард купил у него через подставное лицо. Потом Гриша начал догадываться, кто покупает редкие компоненты, и Эдвард убрал и его. Бабушку Эдвард не убивал ножом или ядом. Он пришел к ней, и между ними была магическая схватка. Эдвард не был магом, но у него был амулет, который выкачивал магию из другого. Он выкачал бабушкину силу до дна, а ведьма без магии умирает. Так и умерла Зинаида. Амулет нашли у Эдварда при аресте. Темный артефакт, запрещенный. Клариса. Она знала, что брат замышляет. Не знала про убийство, но знала про эликсир. Знала, что брат ищет ингредиенты, но молчала из семейной лояльности. Ее тоже ждало разбирательство. Не за убийство, а за соучастие в заговоре. «Она подала жалобу на мой салон», — подумала я. «Не из конкуренции, а чтобы закрыть меня, чтобы я не лезла в дела». «Возможно», — сказал Артем. «Или из конкуренции, или из страха. Люди сложные». «Да», — сказала я, — «люди сложные». Я сидела в кресле, усталая, пустая, и думала о бабушке, которую не знала, которая оставила мне дом, книгу, паука, привидение и тайну, которая стоила ей жизни. «Артем», — сказала я, — «спасибо». «Не за что». «За то, что пришли, за то, что были рядом». «Это моя работа». «Нет, ваша работа арестовывать. Быть рядом — это не работа». Он помолчал, потом сказал тихо: «Вы правы, это не работа». И я не стала варить эликсир. Компонент, которого не хватало, был уничтожен бабушкой. Без него эликсир был набором трав, бесполезных и безобидных. Но сами ингредиенты были редкими и ценными. Я выставила их на аукцион через гильдию. Лунный камень, цветок ведьминого круга, слезы водяницы, пепел фамильного огня. По отдельности, не как набор для эликсира. Гильдия провела торги, покупатели были из столицы, из других городов, цены были высокие. Когда я получила деньги, я их пересчитала, хватало на все долги бабушки, на ремонт особняка, и еще оставалось. Я заплатила остаток долга Грише, вернее, его семье, потому что Гриша был мертв. Его жена, маленькая женщина с красными глазами, взяла деньги и сказала: «Он говорил, что Светлова держит слово. Он был прав». Я заплатила гильдии, внесла взнос на следующий год. Лицензию продлили без проверки. Маленькая победа. Я отремонтировала крышу, поставила новые ставни, побелила стены. Особняк преобразился. Борька обновил паутинный декор, и теперь окна были украшены серебристым кружевом, которое переливалось на солнце. Красиво и немного жутковато. Идеально. Феодосия Ивановна парила по обновленному дому и ворчала: «Зинаида бы все переделала по-своему. Но, может быть, ей бы и понравилось. Наверное». Салон процветал. Я работала каждый день. Принимала клиенток, стригла, красила, лечила, советовала. Магия во мне росла, медленно, но росла. Я научилась зажигать свечу. Не с первого раза, не всегда, но получалось. Борька сказал: «Прогресс, теперь ты не позоришь род». «Спасибо, Борька». «Не благодари, питай. Мне нужна магическая энергия». «Ты получаешь каждый день». «Мало, питай больше». Клиентки шли не только из Тихореченска, из окрестных деревень, приходили за стрижкой, оставались на массаж, уходили с кремом и маслами. Я делала все, что умела, и немного того, чего не умела, но магия помогала. Лиана. Я думала о ней каждый день, когда смотрела в зеркало в приемной. Зеленые волосы, испуганные глаза.
Я не успела ее спасти, но я нашла того, кто ее убил. Это было не все, но это было хоть что-то. Артем приходил не как следователь, как человек. Мы пили чай, разговаривали, иногда молчали. Он рассказывал о себе. Вырос в Тихореченске, в семье сыщика. Пошел по стопам отца. Дар видения магических следов появился у него в 15 лет, когда он увидел следы на месте кражи и понял, что не все видят то, что видит он. Он поступил в сыскное училище в столице и вернулся. Город маленький, но люди здесь настоящие, сказал он. Люди везде настоящие, сказала я. Просто не все это показывают. Однажды он пришел ко мне с цветком. Простым, полевым, не магическим. Протянул мне и сказал: «Это не по делу». Я взяла цветок. Борька сказал с потолка: «Наконец-то! Я уже думал, он так и будет ходить с пустыми руками». Артем посмотрел на потолок. «Ваш фамильяр наблюдательный». «Это его работа», — сказала я. Я поставила цветок в воду на подоконник рядом с лунным камнем, который я все-таки оставила себе. Камень светился в темноте, и цветок казался серебристым. Наступила осень. Листья в саду пожелтели, я сидела на крыльце с чашкой чая. Борька на перилах, Феодосия Ивановна рядом, полупрозрачная в теплом свете. Салон работал, долги были отданы, дом был цел, магия росла. Артем был рядом, жизнь налаживалась. Я открыла родовую книгу, листала, перечитывала. Бабушкин почерк, аккуратный, с завитушками. Заметки на полях. Попробовать больше воска. Лиана принесла хорошую мяту. Колориса опять жалуется. Пусть жалуются. И в конце 3 страницы, запечатанные. Не серебряной застежкой, а чем-то другим. Темная печать, которую я не видела раньше. «А это что?» — спросила я. Борька посмотрел, замер. «Не знаю. Зинаида не говорила. Только когда придет время, наследница поймет». «Когда придет время?» «Да, когда придет время». Феодосия Ивановна посмотрела на страницы. Лицо ее стало серьезным. «Зинаида говорила мне. Последний раз. Сказала, есть вещи, которые она не успела закончить. Есть тайны, которые не успела раскрыть. И есть враги, которые она не успела победить. Это для наследницы. Пусть будет достойно». Я посмотрела на 3 запечатанные страницы. Темная печать молчала. Я не чувствовала злости, не чувствовала страха. Чувствовала что-то новое, что-то похожее на готовность. «Ладно», — сказала я, — «не сейчас. Когда буду готова». Борька цокнул. Феодосия Ивановна кивнула. Над садом светили 2 луны, одна побольше, одна поменьше, и обе были теплого медового цвета. Я допила чай, встала, посмотрела на особняк, на сад, на окна с серебристой паутиной, на дверь с вывеской, которую сама написала. «Магический салон красоты Зинаиды Светловой». Я не думала и не гадала, что получу в другом мире наследство. Старый особняк с привидением, родовую магию и паука в фамильяры. Долги, убийства, тайны, а в придачу салон красоты, в котором течет жизнь, и следователя, который приносит полевые цветы. И привидение, которое ворчит, но любит, и паука, который язвит, но верен. А где-то я ошиблась, наверное. Но ошибки, как и магия, иногда приводят туда, где нужно быть. «Борька», — сказала я. «Что?» «Спасибо, что дождался». Паук шевельнул лапками, все 8 глаз моргнули. «Не благодари, питай». Я засмеялась и пошла в дом, где горели свечи, которые я зажгла сама, и ждала новая клиентка. И 3 запечатанные страницы ждали своего времени. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь
и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!